Y acá la ambulancia con nosotros. Нас посылают, а за нами уже следует скорая помощь в случае Pero es инфаркта. mucho más rápido, de 5 a 10 minutos, es mucho más rápido. 5-10 минут мы на месте. Хочу у вас спросить, Хорхе, как тяжело было открыть компанию медицинскую частную по скорой помощи в Панаме? Спасибо большое, что посетили нас сегодня, нашу компанию СЭМ. И мой ответ на этот вопрос – нет, было не трудно. Было, наверное, легче, чем смогли бы мы это сделать сейчас. Наша компания на рынке уже 30 лет, и ответ однозначен. Не было ни трудно, ни слишком легко, но было легче, чем сейчас. На сегодняшний день какие стратегические планы ставите вперед? В наши стратегические задачи сегодня входит расширение базы нашей компании, расти по стране, открывать новые пункты оказания помощи. Сколько у вас сейчас подстанций и машин скорой помощи? На сегодняшний день у нас 26 автомобилей скорой помощи, 2 автомобиля быстрого реагирования, 2 мотоцикла, и по всей стране у нас есть базы при национальных больницах, при аэропортах, которые существуют в стране. Вы оказываете медицинскую помощь всем без исключения? Это дети, взрослые, в алкогольном опьянении? Наша компания оказывает медицинскую помощь всем. Дети, взрослые, пожилые люди, всем, кто нуждается в медицинской помощи. Вы можете госпитализировать экстренно в любую больницу в Панаме? Мы госпитализируем наших пациентов по их выбору в любую больницу, которую они изберут. И наша ответственность заканчивается именно в тот момент, когда мы передаем пациента в больницу. Оказываете ли вы благотворительность и медицинскую помощь бесплатно? Нет, наша компания является частной медицинской компанией, и мы оказываем платные услуги нашим клиентам, за исключением тех случаев, когда мы обязаны предоставить медицинскую помощь бесплатно. Допустим, наша скорая помощь идет по дороге, и там какой-то несчастный случай. По букве закона мы обязаны оказать эту медицинскую помощь. Я правильно понимаю, что при ДТП, дорожных происшествиях, вы обязаны остановиться и оказать медицинскую помощь? Если вы проедете и не окажете медицинскую помощь, то будет штраф. Если идет по дороге и какой-то несчастный случай, допустим, дорожно-транспортное происшествие, то да. Но если наша скорая помощь везет пациента в тяжелом состоянии, она обязана следовать своему пути. Как вообще вас затянуло в коммерческую скорую помощь? Ну, во-первых, мне нравится работать с людьми, нравится работать с клиентами, оказывать им наилучшие услуги. И почему я решил работать в скорой помощи? Потому что здесь есть реальная возможность помочь людям быстро. Это не как в больнице, которая ждет своего пациента. Здесь ты должен моментально, в рекордные сроки ответить на вызов и помочь пациенту добраться до больницы и получить необходимую помощь. А вы сами врач по специальности? Я не являюсь доктором, не являюсь врачом, но приобрела с опытом очень много знаний в области медицины. То есть вы занимаетесь компанией продвижением медицинских услуг, поиском клиентов? Я являюсь коммерческим директором, да, все это входит в мои обязанности. Продвигать компанию, продавать ее услуги. И все, что связано с этим, входит в область моей компетенции. Мы работаем в тесном контакте с врачами, другим персоналом, который уже, соответственно, имеет соответствующее профессионально-медицинское образование. Каким способом вы привлекаете клиентов? Это интернет, это реклама в телевизоре? У нас есть своя команда по продажам. Мы рекламу на телевидении не даем практически. В основном мы ищем бизнес-то-бизнес, то есть прямые поиски клиентов. Вот эта команда этим занимается. И лучшая референция, то есть лучшая реклама нам, это отзывы наших клиентов. И, конечно, мы на своей интернет-странице помещаем рекламу в Инстаграме и других средствах массовой информации.
Сколько на сегодняшний день вы имеете машин скорой помощи и какие врачи у вас работают? Реаниматологи или просто врачи скорой помощи? У нас есть флот из 14 автомобилей скорой помощи. Большинство из них расположены в городе Панама. Есть также в городе Давид, в городе Колон и в городе Чоррера. На наших на автомобилях скорой помощи у нас работают врачи широкого профиля, ну, то есть терапевты, не реаниматологи. Но если пациенту, допустим, заранее мы знаем, что требуется какая-то специализированная медицинская помощь, то мы срочно подключаем врача данной специализации. Какие клиенты на сегодняшний день вами пользуются? Кто это? Страховые компании? Мы покрываем оба вида клиентов, как бизнес-то-бизнес, то есть частные корпоративные клиенты компании и страховые компании. В зависимости от того типа страхового полиса, который имеется, нас вызывают на места дорожно-транспортных происшествий, но в основном это корпоративные клиенты и их сотрудники. То есть у нас подписываются договора с корпорациями, с юридическими лицами, и в соответствии с их нуждами и тем, что оговорено в контракте, мы оказываем услуги. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечении за рубежом для иностранных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию, медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встречи или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи, хирурги с опытом реконструктивных операций. И пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсации расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Помимо выездной медицинской помощи, вы оказываете у себя в клинике тоже экстренную помощь? Мы являемся частной компанией по оказанию предгоспитальной, предбольничной медицинской помощи. Поэтому у нас нет своей клиники. Нет, мы не оказываем медицинскую помощь в клиниках. В каких городах Панамы вы оказываете медицинскую помощь и как быстро ваша машина приезжает к пациентам? Мы оказываем скорую медицинскую помощь в городах Панама, свободная экономическая зона Панама-Пасифико, Ар-Райхан, Чоррера, города-спутники Панамы, в городе Колон и в городе Давид. Время прибытия скорой помощи к пациенту где-то колеблется от 15 до 20 минут после поступления заявки. Сопровождаете ли массовые мероприятия, то есть городские праздники, которые проходят в Панаме, и как часто вас заказывают на такие услуги? Да, нас привлекают к массовым мероприятиям, как то концерты, какие-то публичные мероприятия, корпоративные вечеринки, там, где может понадобиться наша помощь. По нормативам, какое количество сотрудников у вас в бригаде скорой помощи? Это 3 человека, 2 человека и кто это? Нет строгих законодательных норм, из скольки человек должна состоять команда скорой помощи. Это зависит от компании. Единственное, что говорит панамское законодательство, требует, это чтобы обязательно присутствовали 2 человека. Это парамедик, то есть санитар, и водитель скорой помощи должен обладать некоторыми базовыми медицинскими знаниями. И затем уже каждая компания скорой помощи сама принимает решение, то ли включить врача в состав экипажа или не включать.
Оказываете ли вы услуги медицинской транспортировки самолетом и вертолетом? И эти самолеты и вертолеты у вас в собственности или вы работаете с партнерами? Своих самолетов у нас нет, но компания Масвида имеет контракты с международными авиационными компаниями, которые располагают таким воздушным флотом для таких международных перевозок, а также с местной авиационной компанией, которая помогает нам в местных воздушных перевозках, допустим, из города Давид в Панаму. Как часто обращаются на такие услуги? Ну, не на совсем регулярной основе. Где-то там, допустим, за год может случиться 5-6 таких международных и местных перевозок воздушных. А из чего состоит бригада скорой помощи? Что имеется? Есть ли наркотические средства? Экипаж нашей скорой помощи состоит из 2 человек, водитель, я, и в случае необходимости, если тяжесть пациента требует этого, то еще подсоединяется доктор, врач. Здесь у нас есть медицинские средства, медикаменты. Сердечные, болеутоляющие, легочные средства для желудка, против боли, наркотики. Значит, сульфат серебра, респираторные заболевания, аллергия, против тошноты, гравол тоже для облегчения тошноты. Окей. А кислородный баллон и дефибриллятор рабочий? Функциона? Рабочий. До скольки килограмм выдерживают носилки пациента? 318 килограмм. А если пациент будет тяжелый 150, они вдвоем подымут? И? Сможем. А если нет, просто людей попросим, чтобы помогли. Окей. Вот для сервикаль, то есть позвоночного, шейного позвоночного отдела. Щит спроси, она поймет. Tienen el escudo. Что такое щит? При травмах такой щит есть. Hay un escudo como una plancha en caso de trauma. ¿Cómo lo llaman? Férula espinal o tabla rígida. Férula espinal o tabla Феррула espinal. Ага. Окей. Феррула espinal. También tenemos los globos. Позвоночная доска. Y la araña también. Аранья и паук есть. А есть для пациентов, Вот он, паук. для пациентов сидячих кресло-каталка? Y hay una carretilla para los pacientes que Silla de ruedas está del otro lado. с другой стороны она. Ahí en el pasillo la Кресло-каталка. С другой стороны кресло-каталка. Вот она. Сколько минут до пациента доезжают? Среднее время 14 минут. 14 минут. A veces menos. Иногда меньше. На дороге все пропускают? No siempre, pero Не всегда, se hace но в como- основном se hace да. el esfuerzo. Стараемся. Как часто пополняют, соответственно, укладки? Какие укладки? Медицинские укладки, вот лекарства заканчиваются, лекарства просрачиваются, они их меняют? Да, периодически заменяют медикаменты. Последний вызов, с которого приехали, какое обращение? Травма, значит, дорожно-транспортные происшествия. И за это кто платит? Compañía de seguro que tenga Страховая. contratado el paciente. Страховая компания. Кому выезжают на мотоцикле? В любой ситуации, но в основном ДТП, для первичной оценки ситуации вызывает, он приезжает на мотоцикле и уже докладывает. А если пациент лежачий? No llegamos, no tenemos apretar primer auxilio básico, ¿verdad? Здесь все самое базовое. Evaluamos al paciente y requerimos la Оцениваем ambulancia en его caso de que se состояние и тогда уже вызываем автомобиль, necesite. Eso es lo que машину. pasa. O sea, esa es la primera respuesta. Это первый ответ. Okay. На мотоцикле только по Панаме, да? Это solo en la ciudad de Panamá, ¿no? Sí. Да, только по Ok, Панаме. Este maletín tienes para tomar la presión, Ага. para hacer la glicemia, azúcar,
сахар, ¿ok? глицемия, La saturación de oxígeno, кислород, насыщение. para trauma, cortada, tenemos Просроченные ампулы не возят? medicamentos. Usted, ну, надо está caducado. No, 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 no. Нет, no, ни в aquí коем nada случае. caducado, todo está Все всегда. para cuando canalizamos, colocar la aguja acá, Ага, для Ok. иголок, ponemos intravenosa, интравеноса. o sea, igual, lo que está aquí prácticamente está allá, simplemente, Все, что есть здесь, практически имеется и там. ok, Все, что allá, есть там, имеется allá здесь. tienen tablas que no se podemos Только llevar там aquí, есть доски, вот эти вот, camilla y как esas ты cosas, говоришь, ¿no? Pero el mismo tratamiento se da aquí. Lo que está en la moto son para médicos по registrados. медикаментам. Все как Ok. в машине, так и на мотоцикле. Muchas veces también nos llaman, por lo menos en caso de paro cardíaco, Бывает, что в случае cuando инфарктов se их necesita por lo вызывают. menos el apoyo, porque es Остановки difícil uno, сердца. nos mandan a nosotros y ya está la ambulancia con nosotros. Нас посылают, а за нами уже А. следует скорая помощь в случае Pero es инфаркта. mucho más rápido, 5 a 10 minutos, es mucho más rápido. 5-10 минут мы на месте. Ah.